Достопримечательности Кронштадта – это исторические сооружения, связанные с морским флотом и военным делом. Остров окружают форты, но просто так до них не доплыть, только во время экскурсии, да и то не во все. На суше тоже есть много необычных строений, которые познакомят вас с историей Санкт-Петербурга и Балтийского флота. Никольский морской собор построен в последние годы перед распадом Российской империи в память о погибших моряках. Стоит в центральной городской части, возвышаясь над другими зданиями. Имеет необычную архитектуру для этой местности, в неовизантийском стиле. Обязательно зайдите внутрь, чтобы увидеть богатое оформление и сложные росписи на стенах и потолке. Якорная площадь – уникальное место для страны. Тут устроена чугунная мостовая с узорчатым рисунком в виде якоря. Имеет необычную треугольную форму, которая протянулась от Советского моста до обводного канала. Вокруг нее находится большая часть достопримечательностей. Кронштадт не зря называют островом фортов. Первые укрепления начали возводить вокруг города в XVIII веке по указу Петра I для защиты Санкт-Петербурга от нападения шведов и продолжали строить вплоть до XIX века. Форты делились на морские, построенные в Финском заливе на искусственных островах, и береговые, между некоторыми из них даже были проложены железнодорожные пути. Укрепления перекрывали морские подступы к Кронштадту и Санкт-Петербургу и были настолько грамотно размещены, что с момента их появления по морю за линию обороны неприятелю ни разу не удалось прорваться. Свою военную значимость фортификационные сооружения не утратили даже в XX веке, когда часть фортов принимала активное участие в Великой Отечественной войне. К сожалению, сегодня многие укрепления заброшены и разрушаются, хотя по-прежнему притягивают сотни путешественников. У фортов Кронштадта непростая судьба. Они не раз были складами, лабораториями и даже съемочными площадками. Вот несколько интересных фактов из их истории. Строительство фортов требовало огромных средств. Например, форт император Павел I обошелся примерно в 3 миллиона рублей серебром. Есть версия, что Николай I во время визита в строящийся Кронштадтский форт отметил: «Судя по стоимости, я думал, что он будет сложен из ассигнаций». Но рабочих, несмотря на это, похвалил и приказал наградить. Большинство фортов Кронштадта строились из дерева. В результате страшного наводнения 1824 года оказались практически разрушены. После этого укрепления перестроили в камни, хоть и это оказалось сильно дороже. По одной из версий, деревянный макет первого укрепления Кроншлот сделал сам Петр I. Форты Кронштадта не раз становились съемочными площадками. Например, в 1985 году в фортах император Александр I и Константин снимали кинофильм «Порох». Всего вокруг города насчитывается 19 укреплений, 17 в море и 2 на берегу. Какие-то полностью разрушены, а некоторых ждет новая жизнь в составе исторического кластера «Остров фортов».
Самый первый форт Кронштадта, который всего на год младше Санкт-Петербурга, был основан в 1703 году. Есть версия, что деревянный макет Кроншлота изготовил сам Петр I во время своего пребывания в Воронеже. Считается, что с открытия форта началась история Кронштадта. В наши дни эту дату отмечают как день рождения города. Чтобы создать форт Кроншлот, по замерзшему мелководью залива на лошадях притаскивали огромные бревна. Из них делали срубы, ряжи. Внутрь каждого насыпали камни, землю и затем обкалывали по периметру сруба лед. Проваливаясь на дно, ряжи образовывали рукотворный ряжевый остров. Знаменит Кроншлот и тем, что в 1705 году по указу Петра I на территории форта был сформирован первый империи морской полк. Историки считают, что именно с этого момента начинается отсчет существования российской морской пехоты. Укрепление много раз перестраивалось. Например, в 1824 году, когда из-за сильного наводнения форт оказался практически разрушен, в этот год здесь была возведена Николаевская батарея. Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда на территории Кроншлота размещалась база морских охотников, военных кораблей, которые предназначались для поиска и уничтожения вражеских подлодок. А в 1945 году здесь появилась первая в СССР станция для размагничивания кораблей. Она сохранилась и сегодня, правда, в нерабочем состоянии. 500 памятников истории, культуры, техники, уникальные гидротехнические и оборонительные сооружения, прекрасные здания и ансамбли, такие как форт Кроншлот, комплекс губернских домов начала XVIII века, первый в мире самосливной канал Док Петра I, образец военного городка XVIII века, морской собор начала XX века, в строительстве которого использованы приемы строительства храма Святой Софии в Константинополе, и другие памятники привлекают внимание многих туристов. В Кронштадте была укомплектована и отправлена 41 кругосветная экспедиция, а экипажами кораблей, закрепленных за Кронштадтом, было сделано 56 крупных географических открытий. Впервые в мире в Кронштадте появились не только ледоколы, но и водолазы. Водолазная школа была основана здесь указом Александра III для подготовки квалифицированных специалистов, способных работать под водой. Именно в Кронштадте появился первый в мире настоящий ледокол современного типа. Произошло это знаменательное событие 155 лет назад. Речь идет о корабле под названием «Пайлот», принадлежащему судовладельцу Михаилу Бритневу.